Когда мы изучаем языки, мы открываем для себя не только новые слова и грамматику, но и целый мир литературы и культуры. Изучая русский язык, невозможно не познакомиться с Александром Сергеевичем Пушкиным, с этим русским поэтом и писателем. Его называют солнцем русской поэзии. Школьники учат его стихи с самого раннего детства. И сегодня в этом видео я вам о нем расскажу. А еще мы с вами послушаем адаптированную сказку о рыбаке и рыбке. Добро пожаловать! Всем привет! Всем тем, кто изучает русский язык. Меня зовут Мария, и я преподаватель русского языка как иностранного и русской культуры. Подписывайтесь на мой канал, приходите в телеграм-канал, а также на курсы, которые я создаю для вас. Вся информация внизу под этим видео в описании. Итак, давайте я вам расскажу о Пушкине. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве в 1799 году в дворянской семье. Это была старая дворянская семья, но не богатая семья. Когда Пушкин был маленький, он всегда очень любил слушать сказки, которые ему рассказывала его няня Арина Родионовна. Потом, когда он уже начал писать, эти сказки ему очень помогут. В 1811 году Пушкин стал учиться в Царско-сельском лицее. Это была престижная школа для дворян. Там он начал писать свои первые стихи. После лицея Пушкин много работал, но также он и много писал. Он написал большое количество стихов, поэм и сказок. Его самое известное произведение – это роман в стихах «Евгений Онегин». Однако из-за своих стихов у него были проблемы с властью, потому что в своих произведениях он критиковал власть, поэтому его отправляли в ссылки. Это значит, что он не мог жить в столице, а должен был жить в городах или в регионах далеко от столицы. В 1831 году Пушкин женился на красавице того времени Наталье Гончаровой. Они были счастливы в браке. У них родилось 4 детей, 2 сына и 2 дочери. Пушкин посвятил много стихов своей жене. Однако в 1837 году француз Жорж Дантес начал ухаживать за Натальей Гончаровой. И в Петербурге было очень много сплетен и слухов об их отношениях. Пушкин принял решение защитить честь своей жены и своей семьи. И он вызвал Дантеса на дуэль. Это поединок с пистолетами. Они должны были стрелять друг в друга из пистолетов.
Пушкин был тяжело ранен в живот, и через 2 дня он умер. Ему было 37 лет. Довольно короткая жизнь, однако за эту короткую жизнь он написал большое количество произведений, стихов, поэм, рассказов и сказок. После себя Пушкин оставил большое литературное наследие. А сегодня, как я вам уже сказала, в этом видео мы послушаем сказку о рыбаке и рыбке. Сначала я вам расскажу, о чем эта сказка. Старик и старуха живут в небольшом домике у моря. Старик ходит ловить рыбу. И вот однажды он поймал рыбку, которая стала с ним говорить человеческим голосом. Да? Она умела говорить по-человечески, как человек. И она просит у старика отпустить ее в море. Рыбка обещает ему выполнить любое его желание, если он ее отпустит. Старик ничего не просит у рыбки, он просто ее отпускает. Потом он возвращается домой и рассказывает старухе, что случилось. Старуха разозлилась, потому что дед ничего не попросил у рыбки. И говорит ему, чтобы он пошел опять к морю и попросил у рыбки корыто. Корыто, да, деревянное корыто, где раньше стирали белье. Дед идет к морю, просит у рыбки корыто. И рыбка исполняет его желание. Затем старуха просит новый дом. Она хочет жить в большом доме. Потом она хочет быть богатой. Она хочет быть властной, да, чтобы у нее была власть. Рыбка исполняет все ее желания. Последнее ее желание – она хочет стать владычицей морскою. Это значит, что она хочет быть самой главной в море, и чтобы рыбка служила ей, чтобы рыбка исполняла все ее желания. Но рыбка этого, конечно же, не хочет. Она не исполняет это желание, и старуха возвращается туда, где она была в самом начале, у разбитого корыта с маленьким домиком. В русском языке есть выражение «остаться у разбитого корыта». Это значит остаться ни с чем, потерять все, после того, как ты принял какие-то неправильные решения. Вот, я вам рассказала о Пушкине, я вам рассказала, о чем сказка о рыбаке и рыбке, а теперь давайте мы ее послушаем. Пишите в комментариях, понравилась ли вам эта сказка, знакомо ли вам имя Пушкина и какие его произведения вы уже прочитали или хотите прочитать. Вы знаете, что мне очень интересно читать ваши комментарии, и я всегда на них отвечаю. Ну а я с вами прощаюсь. Хорошего вам прослушивания сказки. Желаю вам хорошего дня и настроения. Всего вам самого доброго. Золотая рыбка. Около синего моря
стоял маленький домик, в котором жили старик и старуха. Они жили очень бедно. В доме у них почти ничего не было. Каждый день старик ходил к морю, ловил рыбу, а старуха ее готовила. На завтрак была рыба, на обед – рыба, на ужин – рыба. Однажды старик поймал очень красивую рыбку. Эта рыбка была необыкновенная. Она была золотая и умела говорить человеческим голосом. Старик взял рыбку в руки, а она и говорит: «Не бери меня, старик, отпусти меня обратно в синее море, и я все могу. Что ты попросишь, то я для тебя и сделаю». Старик был добрым, он ничего не попросил у рыбки и отпустил ее обратно в синее море. «Ничего мне не нужно», — сказал он, — «плавай в море». И рыбка уплыла в глубину. Пришел старик домой, все рассказал старухе. Старуха рассердилась. «Какой ты глупый, старик! Иди скорее к берегу, позови золотую рыбку, попроси у нее немного хлеба и новое корыто для меня. Мое корыто совсем старое и разбитое». Старик ничего не сказал. Пошел к морю, начал звать золотую рыбку. Подплыла к нему золотая рыбка, спросила: «Что тебе нужно, старик?» Старик ответил: «Моя старуха рассердилась, послала к тебе за хлебом и новым корытом». Рыбка ответила: «Ни о чем не думай, старик, иди домой. Будет у вас и хлеб, и новое корыто». Старик вернулся домой и видит, на столе лежит вкусный душистый хлеб, а около стола стоит новое корыто. Но старуха опять недовольна. «Глупый ты, старик, иди обратно к берегу и попроси у рыбки новый богатый дом». Опять пошел старик к морю, опять позвал рыбку, рассказал ей все. Рыбка ответила ему ласково: «Иди домой, все у тебя будет». Когда старик пришел домой, на месте своего старого дома он увидел новый богатый каменный дом. А в его доме сидит его старуха в новом дорогом платье, а вокруг нее бегают слуги. Подошел старик к старухе, а она и говорит: «Иди к рыбке, скажи ей, что я хочу быть царицей». Ушел старик, все сделал, как сказала старуха. А когда вернулся, видит, стоит высокий дворец, вокруг дворца сад, всюду музыка играет, богатые люди вокруг ходят. Прошло некоторое время. Опять зовет старуха старика и говорит ему: «Иди к морю, скажи рыбке, не хочу быть царицей на земле, а хочу быть морской царицей. Хочу, чтобы все в море меня слушали, а рыбка была моей слугой». Стал старик грустным,
Но пошел к морю еще раз. Позвал рыбку, нет ее. Еще раз позвал, нет. Третий раз позвал старик рыбку. Потемнело, зашумело синее море. Наконец приплыла рыбка к берегу. Рассказал ей старик, чего хочет его старуха. Ничего не сказала старику золотая рыбка на этот раз. Отплыла от берега, махнула хвостом и ушла в глубину моря. Долго ждал на берегу старик, потом пошел домой. Вернулся он домой и видит. Стоит на берегу его старый бедный дом, а около дома сидит его старуха в рваном платье, а перед ней разбитая корыто.